Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Смотрите, какая прелесть! Это авторские работы. Овечку сшила Лолита, а гусыню связала крючком и нарядила мастерица Наталья. И красивая глиняная кружка. А теперь вам расскажу, где я нашла всю эту прелесть. Я живу в Свердловской области, в городе Первоуральск. И в этом году, 22 и 23 августа 2025 года, Фонд поддержки малых предпринимателей организовал фестиваль креативных индустрий «Шайтанка Фест». Почему Шайтанка? Потому что наш город когда-то носил название поселок Шайтанка. Естественно, что мне было очень интересно посмотреть, ведь на этот фестиваль приехали мастера со всей Свердловской области. Знаете, девочки, я много путешествую и заметила, что во всех туристических городах продают сувениры, сделанные, как вы думаете, в Китае. А вот здесь можно пообщаться с мастерами и выразить свой восторг. Фестиваль длился 2 дня. И первая мастерица Алена Ушакова. Она изготавливает авторские свечи и парфюмированные товары. Самое удивительное, что она мама 5 детей. Мне понравилась свечка в виде мороженого, и вы ее увидите в моих мастер-классах. А вот такое творчество я еще никогда не видела. Яна Хабибулина изготавливает авторские кокошники. Но вы уже поняли, что мастерица Наталья Болышева и ее госпожа Гусыня сразу покорили мое сердце. Гусыня – рукодельница. Лолита Деньгина шьет милые игрушки. Вселенное творчество. Теперь о ней узнают во всем мире. Вот как вы думаете, какая именно брошка с очаровательным оранжевым лисенком мне понравилась? Вера Вишнякова изготавливает их из эпоксидной смолы. На всех выставках-ярмарках есть изделия из натуральных камней, таких как жемчуг, пирит, яшма, розовый кварц. А фурнитура премиум качества, латунь с покрытием родием и позолотой. Мне понравилось колье из розовой яшмы. Автор Любовь Былинкина. Керамика. Наверное, это самый древний вид искусства. Мария Карпова считает, что современная интерьерная керамика в природном стиле добавит индивидуальности в ваш дом. Ведь каждое изделие – это характер, шарм и акцент на вашем вкусе. На фестивале познакомилась с очаровательной Елизаветой Акмановой и ее брендом одежды «Птаха Гамаюн». Оказывается, у нас на Урале очень много гончарных мастерских. Косяк Владимир привез свои работы. И думаю, вы уже догадались, что именно здесь я приобрела себе кружку. А на следующий день фестиваль креативных индустрий «Шайтанка Фест» продолжился на улице. Сходила, прогулялась по набережной. Познакомилась с очаровательной Надеждой Юсуповой. Она сама собирает украшения из бисера. А вот когда я увидела следующего мастера, то, конечно, сначала обратила внимание на сумку, связанную крючком из джутовой нити, а потом с огромным удовольствием дегустировала сыр. Ирина Мурайкина варит его сама, из деревенского молока. Она осваивает разные сорта, изготавливает и сырные трюфели. Скажу честно, я даже и не подозревала, что сыр может быть таким разным. И вот сюрприз. Дочь Ирины, Анастасия Мурайкина, собирает авторские украшения. Елена Русеева. В их семейной мастерской делают уникальные вещи. Дерево, хлопковый шнур, макраме. Это фантастика. Вот каждая девушка мечтает об украшениях, таких, каких ни у кого нет. Светлана Старцева приготовила очень много красоты. А вот следующая мастерица, Марина, оказалась моей подписчицей. Она меня узнала и подошла познакомиться. У Марины очень интересные сумки, и я даже немного постояла с ней за прилавком. Следующие мастерицы меня сразу очаровали своими вязаными игрушками из синельной пряжи. Это Татьяна Кузина и Альбина Ярулина. Кстати, Татьяна придумала очень интересную штуку – беспроигрышную лотерею. Приобретаешь билетик,
а потом выбираешь игрушку с полочки под выигравшим номером. Да, и я себе выбрала красивый брелок. Оказалось, что я очень люблю гобелены, особенно такие, какие делает Екатерина Петерсонова. Пушистые, структурные, гладкие и объемные. Их хочется рассматривать и трогать руками. Когда я увидела работы следующего мастера, то поняла, что очень соскучилась по всему натуральному. Ароматизированная свеча, которая залита в спил дерева и украшена лепестками цветов и веточками можжевельника. Настоящий уральский дух. Вот а какой фестиваль без вкусняшек? Виктория по своему фирменному рецепту выпекает вафельные трубочки с разными начинками. Это ее разработка специально к фестивалю трубочек. Наш город первый на Урале, где сделали цельнокатанную трубу. Труба – символ города. В фестивале принимали участие мастера со всей области. Никита Зеленюк приехал из Верхотурья. Он привез мыло с натуральными природными запахами, ароматические свечи и керамику. Думаю, что многие слышали про бабушкин квадрат. А вы знаете, что есть уникальный уральский квадрат? Мария Шутова и Елена Куклинова представляют студия «13 квадратов». И изделия украшены этим узором. Знаете, для меня оказалось открытием, что в нашем городе есть гончарная мастерская, где проводят мастер-классы. Вот такую красоту сделала Марина Егормина вместе с другими мастерами. И такие интересные и насыщенные выдались эти выходные. Прекрасно, что есть столько талантливых людей в нашей стране. Замечательно, что они показывают свое творчество. В комментариях напишите, какой мастер вам больше всех понравился. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!